Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать джинсовые кеды для кукол. Для начала я сделаю колодки, обмотав пленкой кукольную ножку и постепенно надстроив из папье-маше носок под форму кед. Можно сделать и так, как я показывала в видео про конверсы. Когда папье-маше подсохнет и перестанет липнуть, можно будет легко выгладить форму пальцами. Теперь обматываем пленкой модифицированные ножки. Широкий малярный скотч разрезаем пополам вдоль. Теперь кладем ножку на ровную сторону скотча, отступив пару миллиметров от края. Затем оборачиваем ножку. И заполняем получившуюся полость. Я возьму горячий пистолет, но можно также использовать другие средства, например, тоже папье-маше, полимерную глину, текстурные пасты, эпоксидную смолу, полимерный клей и тому подобное. Снимаем скотч. И подравниваем края. Если вы хотите сделать плоскую подошву для стопы под каблук, сначала лучше будет сделать жесткую стельку, например, из бумаги, а затем обернуть стопу скотчем на равном расстоянии. Теперь берем ткань, вырезаем язычок, добавляя 5 мм на швы. Делаем надрезы по бокам и срезаем уголки. Загибаем верхние припуски наизнанку, и можно зафиксировать их клеем. Прошиваем эту часть декоративной строчкой. Я сделаю имитацию машинной, так же, как я показывала в видео про джинсовый сарафан. Теперь обтягиваем тканью мысок, прикрепляя язычок к подошве. И обрезаем все лишнее. Дополнительно я укреплю и загрунтую носочек клеем. Затем выкраиваем основную деталь кедов и зашиваем выточку задника. Также загибаем боковые и верхние припуски. Подклеиваем или прошиваем их.
По краям шилом я прокалываю отверстия для шнурков. А чтобы они оставались широкими и не сжимались обратно, промажу их клеем. После высыхания я обрисую дырочки акриловой краской. К сожалению, я пока не нашла способ сделать настолько крошечные люверсы. Если у вас есть идеи, поделитесь ими в комментариях. Приклеиваем основную часть к танкетке. Если делаете плоскую подошву, просто обрезаем ткань по краю подошвы. Далее нам понадобится обычный фоамиран. У меня вот такой. Из фоамирана вырезаем накладку на мысок и приклеиваем ее. Теперь берем иголку с ниткой, в данном случае белую. Ставим иголку на середину. А теперь скручиваем нитки в разном направлении. Затем постепенно сводим их к центру. Образуется тугой, аккуратный жгутик. Проклеив его, прикладываем к носочку, оформляя край и имитируя прошитый стык. Кладем ботиночек на фоамиран. Обрисовываем и вырезаем подошву. Приклеиваем ее к танкетке. По желанию на подошве можно отпечатать узор. Далее отрезаем полоску фоамирана шириной 3 мм и приклеиваем ее на край подошвы. Теперь приклеиваем жгут из черных ниток сверху полоски. А также обычную черную нить приклеиваем посередине. Кроме того, я хочу сделать типичный рельефный торец на носу кедов. А текстуру я сделаю вот такой ручкой инструмента. К разогретой плойке прикладываем фоамиран. Будьте очень осторожны.
И быстро накладываем фоамиран на инструмент. Хорошенько прижимаем. И вуаля! После этого приклеиваем полоску на мысок поверх всего. Обрезаем лишнее. Теперь можно зашнуровать наши кеды. Как вариант, кеды можно раскрасить акриловыми красками, имитируя шовный принт. И вот такие кеды у меня получились. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!